Все начинается мгновенно и абсолютно неожиданно. Вот вы идете по улице, держите в руке чашку с кофе, кто-то проходит мимо, кто-то выходит из автобуса, кто-то засиделся за компьютером. За одну-другую долю секунды ощущение привычной тяжести исчезает, гравитация выключена. Ваши ноги уже не прижимаются к тротуару, ботинки не давят на асфальт. Ощущение невероятной легкости накрывает всех, будто бы кто-то одним махом лишил массы всю Землю. Если человек стоял, он почти сразу начинает парить вверх, инерция от своих собственных движений подбрасывает тело на несколько футов над землей, а если кто-то бежал, он улетает еще быстрее и выше, по инерции словно совершает прыжок, но без силы притяжения, которая должна бы тянуть обратно. В это же время абсолютно все предметы вокруг начинают вести себя странно. Телефоны и ключи в руках, бутылка в пакете или ложка над супом, все, что не закреплено, вырывается и зависает рядом. Крошки, пыль, даже волосы, которые только что лежали прижатыми к голове, взмывают вверх, копируя ваши движения. Люди на эскалаторах, в лифтах и на лестницах, кто-то в прыжке, дети на качелях. Каждый движется по своей странной траектории, будто оказавшись внутри гигантского аквариума без воды. Даже если человек просто стоял, давление, с которым подошвы касались земли, исчезло за миллисекунды, и теперь он бодро скользит вверх или вбок, чуть толкнутый собственными мышцами или даже ветром. Особенно драматично выглядит улица с толпой. Люди, которые шли по тротуару, теряют равновесие, многие начинают взлетать, кто-то хватает землю, забор, фонарный столб, инстинктивно пытаясь удержаться. Но для большинства это бесполезно. Даже достаточно крепкое дерево не поможет, если пальцы не смогут зацепиться в потоке невесомости. Те, кто ехал на велосипедах или самокатах, тоже теряют контакт с землей, а их транспорт летит рядом, едва не задевая прохожих. Люди выкрикивают, пытаются схватиться друг за друга, кто-то в панике машет руками, но ничто не останавливает их движение вверх. Теперь представим многолюдное помещение. Офис, школа, кинотеатр. Работники и дети сначала просто ощущают невидимую силу, как если бы пол ушел из-под ног. Папки, ручки, ноутбуки подлетают вслед за ними. Те, кто сидел, медленно выскальзывают со стульев, кто-то уже кувыркается в воздухе. Даже простое касание стены или стола достаточно, чтобы оттолкнуться и полететь на несколько футов вбок. Автоматические двери, лифты, эскалаторы – все двигается искаженно, потому что люди больше не контролируют свое положение. В поездах метро и автобусах пассажиров просто выбрасывает с мест, они парят между сиденьями. Кто-то добирается до потолка, кто-то сталкивается в воздухе с другими пассажирами. В самолете мгновенно возникает полная невесомость, как на орбитальной станции. Но никто не был к этому готов. Даже пилоты теряют контроль, когда предметы и люди рассыпаются по кабине. 5 секунд без гравитации – это хаос. Человеческое тело привыкло к постоянной нагрузке и сопротивлению, и когда оно исчезает, случаются непредсказуемые вещи. Если кто-то был на крыше, он летит вверх, пока не сталкивается с чем-то еще. А кто-то в бассейне вдруг оказывается на поверхности, а вода исчезает с пола. Даже просто лежащий на скамейке человек взлетает вместе с скамейкой, если та не закреплена. Но хаос только начинается, ведь если люди парят в невесомости, что же происходит с водой в океанах и морях? Как поведут себя гигантские массы воды без притяжения? В ту же самую секунду, когда исчезает привычная тяжесть, гигантские массы воды в океанах, морях, реках и озерах начинают вести себя необычайно дико. Все, что удерживалось на месте силой притяжения, теряет любую опору. Волны, которые обычно разбиваются об берега, внезапно застывают в своем движении, но только на короткий миг. Уже через доли секунды над огромными просторами Атлантического, Тихого и Индийского океанов происходит невероятное. Колоссальные объемы воды начинают стремительно подниматься вверх, словно вся поверхность Земли превратилась в гигантский бассейн, где кто-то забыл выключить невидимую помпу. Волнение на морях исчезает, вода не прижимается к поверхности, и те волны, что образовались до этого момента, просто теряют направление, поднимаясь и расширяясь в разные стороны. Море словно вспучивается, верхний слой как бы отрывается от толщи ниже и взлетает на несколько футов, унося с собой все, что плавало на поверхности. Лодки, дельфинов, крошки водорослей, пластиковый мусор. Круизные лайнеры, моторные лодки, серферы, каждый в прямом смысле слова оказывается в парящей ловушке, обнимаемой водой со всех сторон. Сильные течения, которые еще секунду назад тянули человека или животное в одну сторону, исчезают. Теперь все свободно болтается в объеме, где больше нет ни низу, ни верха. Прибрежные зоны превращаются в хаос, лагуны опустошаются, вода отрывается целыми пластами. Пляжные волны, которые еще только собирались разбиться, сбиваются в облака капель и брызг, разлетающихся во все стороны. Обломки досок, катамаранов и пляжные мячи устремляются вслед за водой. Легкие предметы вроде пластиковых бутылок и воздушных матрасов взмывают вверх, увлекая за собой небольшие фонтаны воды, и вскоре все пространство над берегом наполнено крутящимися предметами и струями, словно кадр из фильма о космической катастрофе.
Огромные водопады, такие как Ниагарский или Анхель, теряют вертикальное направление потока. Водяные массы, которые должны были лететь вниз с высоты в сотни футов, просто зависают и рассыпаются на брызги. Парящее облако влаги и водяной пыли окутывает все поблизости, а подножие водопадов мгновенно высыхает, образуя странные зияющие дыры среди скал. В городах, стоящих у воды, происходят фантастические сцены. Реки и каналы, например, в Венеции или Амстердаме, буквально выдуваются из своих привычных русел. Вода устремляется вверх, затягивая за собой гондолы, паромы и плавающих уток. На мгновение все оказывается в подвешенном состоянии, будто время остановилось. Но на самом деле каждое движение продолжается по инерции вверх. Во дворах домов взмывают фонтаны, бассейны выбрасывают свои содержимое, а дождевые капли в воздухе превращаются в маленькие плавающие шарики, не спеша перемещающиеся куда-то вверх. Водоемы, где есть люди или животные, превращаются в настоящие ловушки. Те, кто плавал, оказываются окружены пузырями воды, подлетают вместе с ними, не чувствуя никакой поддержки под собой. Рыбы, которые привыкли сопротивляться течению, теряют траекторию движения и несутся вверх, кружа вместе с водной взвесью. Величественные киты, мелкие рыбешки и даже планктон – все взлетает в причудливом потоке пузырей, водорослей и мусора, который еще мгновение назад лежал на дне. Капли дождя, которые срывались с облаков, теперь не падают на землю. Вместо этого огромные облака влаги начинают расползаться, поднимаясь выше, смешиваясь с парящей морской пеной. Над всей планетой словно образуется новый, огромный слой туманного океана, в котором плавают корабли, рыбы, обломки и водоросли. В этот короткий срок, пока Земля теряет свое притяжение, океаны и моря буквально взлетают, а их прежние границы исчезают. Уровень воды над поверхностью может подняться на десятки футов. По расчетам ученых, за 5 секунд инерция толкнет воду выше, чем при любом цунами или штормовом накате. То, что раньше считалось невозможным, сейчас происходит на глазах. Города у побережья, острова и даже целые архипелаги оказываются не у воды, а внутри нее, окруженные летающими потоками. Но самое неожиданное – это то, что после этих невероятных 5 секунд все, что взлетело, получит обратный удар. Как только гравитация вернется, вся эта масса воды начнет стремительно падать вниз, превращая привычные берега и долины в поле для новых, куда более разрушительных катастроф. Однако катастрофа не ограничивается одной лишь водой, ведь изменится все, что было построено человеком. Без гравитации ни здания, ни мосты не смогут оставаться такими, какими мы их знаем. Когда привычная тяжесть исчезает, города моментально превращаются в декорации фантастического фильма. Небоскребы, мосты, опоры, линии электропередач – все, что казалось вечным и неподвижным, вдруг оказывается в абсолютно нестабильной среде. Без гравитации даже гигантский бетон и сталь теряют смысл. Их вес пропадает, и теперь судьба каждого здания решается только тем, насколько удачно оно прикреплено к фундаменту и насколько крепки болты, удерживающие его части. Стаканы на столах, кресла, урны, мусорные баки и рекламные щиты – ничто не остается на месте. Тротуары усыпаны небольшими предметами, которые в одну секунду устремляются вверх или вбок. Но куда драматичнее поведение крупных и массивных конструкций. Ведь любой мост, будь то знаменитый бруклинский или лондонский, строится, чтобы выдерживать вес и преодолевать гравитацию. Когда притяжение отключается, натяжения в тросах и арках исчезают, и вся конструкция начинает деформироваться. Подвесные мосты теряют главную силу, удерживавшую их дугой, и мгновенно вздымаются. Тросы сокращаются, а полотно поднимается вверх, иногда подбрасывая автомобили и прохожих, которые еще доли секунды назад спокойно стояли или ехали по дороге. В высотных зданиях обстановка становится по-настоящему опасной. Крепления, рассчитанные на весовые нагрузки, больше не работают. Лифты вылетают из шахт, двери срываются с петель, противовесы, теперь ничем не связанные, летят в беспорядке по вертикальным тоннелям. Окна и стеклянные панели выбиваются порывами воздуха, начиная плавать в толще воздуха и сталкиваться друг с другом в хаотичном танце. Жители офисных центров, оказавшись в невесомости, уже не могут контролировать свое положение. Достаточно одного удара о стену или шкаф, чтобы по инерции улететь через весь этаж, сшибая с собой столы и стулья. Документы, ноутбуки, даже кофеварки – все стремятся потерять контакт с полом. В квартирах происходит не менее дикий бардак. Кухонная утварь, книги, одежда, игрушки детей и даже крупная мебель, если она не закреплена, отрывается и болтается в воздухе. Холодильники, микроволновки, диваны, кресла. Без привычного давления веса все соскальзывает и начинает медленно вращаться или скользить по траекториям, задаваемым самым слабым толчком. Крупные люстры и тяжелые светильники, которые обычно болтаются на креплениях, теперь разлетаются по помещению, сталкиваясь с предметами и создавая опасность для всех, кто был в комнате. Особую угрозу представляют старые здания и любые конструкции, где бетон, кирпич или сталь скреплены только собственным весом. Многотонные блоки, которые раньше прижимались друг к другу силой тяжести, расползаются, выбрасывают камни и обрушивают внешнюю облицовку.
Фасады начинают осыпаться, а балконы, которые держались только за счет давления вниз, могут отколоться и отправиться в свободный полет. Некоторые дома буквально раздуваются изнутри. Стены расходятся в стороны, крыши приподнимаются, двери выпадают из проемов. На строительных площадках башенные краны начинают вращаться под действием любого ветра или движения воздуха, а лестницы и леса, которые были временно собраны, разлетаются на части. На улицах легковые автомобили и автобусы, потеряв сцепление с дорогой, взмывают вверх или вбок, часто сталкиваясь с фонарями, дорожными знаками и рекламными баннерами. Грузовые автомобили, особенно с подвижным грузом, моментально начинают терять содержимое. Железобетонные плиты, трубы, строительные балки вылетают из кузова и зависают в воздухе, создавая хаотичное скопление тяжелых предметов. Поезда метро, оказавшиеся в туннелях, подлетают к потолку, отделяясь от рельсов, а пассажиры разлетаются по вагонам. Канаты, цепи, тросы, ленты безопасности – все теряет смысл, когда исчезает вес. Особенно разрушительна потеря притяжения для масштабных объектов инфраструктуры. Линии электропередач начинают шататься, опоры двигаются в стороны, провода освобождаются и свиваются. Железнодорожные пути изгибаются и вырываются из креплений. Плиты тротуаров отскакивают, как пластиковые игрушки. Стадионы, концертные залы, театры, огромные, наполненные людьми пространства превращаются в хаотичный коктейль из тел, кресел, декораций и деталей сцены. Те, кто находился на высоких трибунах или балконах, взмывают вверх и сталкиваются с потолком. При этом у городских мостов есть шанс на быстрое разрушение или, наоборот, кратковременную невесомую жизнь. Некоторые подвесные мосты, особенно те, где большая часть массы расположена наверху, могут буквально изогнуться вверх, распрямляя свои дуги, а их элементы, балки, рычаги, разлетаются, сталкиваясь между собой. Другие, наоборот, остаются целыми, но их поверхность выгибается, и все, что находилось на ней, уходит в небо. Все эти перемены происходят за доли секунд. Воздух, перемещаемый взлетевшими предметами, поднимает вверх пыль, мусор и даже легкие дорожные покрытия. В некоторых районах города создается подобие бури из летающих плит, кирпичей, мебели и автомобилей, которые парят над улицами до тех пор, пока не появится новая точка опоры. А в это время на окраинах городов и в промышленных зонах ситуация становится еще опаснее. Цистерны с химикатами, контейнеры, газовые баллоны и любые объекты с подвижным содержимым разлетаются, рискуя столкнуться, протечь или взорваться при самом незначительном ударе. Фабрики и заводы теряют стабильность, машины срываются с мест, детали и отходы взлетают, производственные линии и станки оказываются в воздухе. В эти 5 секунд городская инфраструктура теряет свою привычную форму и логику. То, что было создано как результат борьбы с гравитацией, вдруг оказывается абсолютно бессмысленным без невидимой силы, которая удерживала каждый кирпич на своем месте, каждое здание на фундаменте, каждую конструкцию в стабильном состоянии. Как только гравитация вернется, все, что потеряло опору, начнет стремительно падать, а последствия для городов окажутся не менее катастрофическими, чем обрушившаяся вода и океаны. И, несмотря на весь хаос в городах, еще больше неожиданных сюрпризов принесет короткая невесомость всему, что двигается, летает и живет на планете. В то время как здания и города переживают собственную бурю, за пределами стен начинается настоящий ад для всего, что когда-либо двигалось самостоятельно или перемещалось благодаря человеку. Привычные средства передвижения за 5 секунд невесомости становятся источником опасности даже на пустой дороге. Тысячи автомобилей, мотоциклов, велосипедов и автобусов одновременно теряют сцепление с поверхностью. Те, кто ехал быстро, по инерции продолжают движение, отрываясь от полотна и влетая в воздух, сталкиваясь с тем, что взлетело чуть раньше. Полицейские машины, пожарные, скорая помощь – все зависают, вращаясь посреди улицы. Внутри салонов люди и животные отлетают от кресел, стекла трескаются от ударов, открываются двери, и весь содержимое ползет к потолку, который теперь стал новой стеной. Неконтролируемые тягачи, фуры, трейлеры буквально кувыркаются, их грузы высыпаются сразу за пределы кузова, а бензобаки беспрепятственно сдвигаются вместе с жидким топливом, мгновенно создавая угрозу аварий на земле и даже в воздухе. Железнодорожные составы теряют контакт с рельсами, вагоны соскальзывают друг с друга и вылетают из туннелей вместе с пассажирами. Тепловозы и цистерны выплескивают свое содержимое, мгновенно образуя в воздухе объемные клубы топлива или опасных химикатов. В этот же момент под землей и на поверхности метрополитены и поезда скоростных линий сталкиваются с тем, что их тормозная система полностью теряет смысл. Вагончики зависают над платформой, пассажиры парят между сиденьями, потолок поезда становится для многих неожиданной твердью. В депо и ангарах самолеты внезапно лишены собственного веса, их шасси перестают давить на бетон, а легкие кресла в салоне превращаются в летающие снаряды. На взлетных полосах лайнеры и частные самолеты взмывают вверх, даже если двигатели выключены, а те, что были в ожидании на рулежке, могут столкнуться в воздухе.
Над планетой на высоте в десятки тысяч футов гражданские и грузовые воздушные суда теряют всякую управляемость, датчики, работающие по принципу давления, сходят с ума, инерция толкает самолеты вверх или вбок, а пилоты, потеряв надежду что-то исправить, хватаются за любые выступы кабины. Внутри салонов весь багаж, напитки, еда, даже тележки с продуктами взмывают к потолку. Но еще больше опасности приносит невесомость для тех, кто вообще не имеет защиты и брони. Животные, обитавшие в домах, на фермах, в лесах, абсолютно не готовы к тому, что почва под лапами исчезнет. Собаки, кошки, лошади, коровы одновременно подлетают вверх, пугаются и начинают махать лапами в воздухе, зачастую раня друг друга острыми копытами или когтями. Курятники и загоны разлетаются, домашние птицы хаотично машут крыльями, попадая в потоки воздуха и сталкиваясь с летящими предметами, ведрами, кормушками, остатками сена. Стаи диких птиц, которых застала невесомость в полете, разделяются. Некоторые летят вверх с инерцией, другие, попав на волну, теряют ориентацию и сталкиваются в небе с обломками, насекомыми и даже людьми. Рыси, медведи, олени, которые просто стояли или спали на опушке, вдруг оказываются в свободном полете, в то же время по их траектории летят камни, ветки, земля, гнезда и мелкие животные. В зоопарках и питомниках крыши помещений становятся новой опасной зоной. Слоны, тигры, обезьяны и даже крокодилы парят в тесных пространствах, сталкиваются с ограждениями и непредсказуемо реагируют на отсутствие веса. Многие хватаются за решетки клеток, размахивают хвостами и лапами, некоторые просто теряют сознание от страха или ударов. Птицы в вольерах, попугаи, орлы и совы сталкиваются с сетками, которые тоже взлетают, затягивая за собой птиц и обломки насестов. Отдельная угроза – то, что летает и движется над землей уже по определению. Крановые крюки, рекламные воздушные шары, дирижабли и парапланы, даже банальные строительные леса и строительные сетки, прикрепленные к фасадам, вырываются и уносятся потоками воздуха, сталкиваясь с летающими автомобилями и мусором. Метеорологические зонды, которые были прикреплены к земле, срываются и взмывают ввысь вместе с приборами, кабелями и остатками креплений. Наверху, в небе, срабатывают системы безопасности космических спутников и Международной космической станции, которые должны автоматически отслеживать гравитационное поле планеты. Но даже оборудование, рассчитанное на миллионы лет работы, не может учесть столь резкое исчезновение силы притяжения. Некоторые спутники сбиваются с орбиты и начинают дрейфовать, теряя ориентацию. Космический мусор, который обычно плавно вращается вокруг планеты, теперь свободно перемещается, сталкиваясь друг с другом и образуя новые опасные облака из обломков. А еще продолжается хаос в бытовых мелочах. Пыль, песок, легкие пластиковые контейнеры и мешки вырываются в воздух, создавая непроходимый шторм для всего живого. Муравьи и жуки, мимо которых проходит поток воздуха, подлетают вверх, а паутины вместе с пауками пересекают комнаты, словно миниатюрные воздушные мостики. Даже дождевые черви, оказавшиеся на поверхности, теряют контакт с почвой и вплывают вместе с комьями грязи. Ничто не движется по привычным законам. Байдарки и лодки летят вместе с речной водой, а рыба скользит рядом, коровы сталкиваются с летающими вилами, а автолюбители отчаянно хватаются за ручки парящих дверей. За 5 секунд невесомости все наземные и воздушные системы планеты превращаются в хаотичное, опасное поле для столкновений и катастроф. Чем ближе срабатывание гравитации, тем больше рисков для любого существа или объекта. Как только сила притяжения вернется, вся эта масса окажется под угрозой фатального падения. Ведь теперь судьба каждого, от крошечного жука до многотонного самолета, зависит от того, где именно его застала невесомость. В следующие секунды наступит самая опасная и разрушительная фаза – обратный удар, когда все, что летало, с ужасающей скоростью устремится обратно к Земле. Тишина, наступившая после хаоса 5 секунд невесомости, длится меньше мгновения и тут же сменяется оглушительным ревом. Гравитация возвращается не постепенно, а с жестоким напором. Все, что зависло в воздухе – люди, животные, автомобили, вода, строительные балки, мусор и даже пыль – срывается вниз с неотвратимой скоростью. Океаны, поднятые на десятки футов, обрушиваются на поверхность одновременно по всему миру. Вода плющится гигантскими волнами, смывая все, что оказалось на их пути. Береговые города тонут в гигантских потоках, прибрежные острова исчезают под прямым ударом стихий. Здания затапливает лавина, рыба и водоросли падают сверху, лодки разбиваются о крыши домов. Зоны у дна водоемов и литорали превращаются в гигантскую пенящуюся кашу из песка, ила, обломков и морских животных. Дельфины, киты и рыбы, которые тоже были оторваны от воды, дождем высыпаются на сушу, а сверху падают целые океанские облака. Их ударная волна лишает дыхания все живое на побережье. Воды рек и озер, словно выпущенные пружины, накрывают мосты, дороги, плотины, сметая все, что так тщательно строилось веками. Знаменитые здания на берегах, дворцы, музеи, жилые дома разрушаются под напором не только ливня, но и смятых вниз яхт, барж, контейнерных кораблей.
Даже на самой высокой точке суши раздаются глухие удары. С неба сыплются тучи водяных капель, льдин, мусора и даже мелких морских обитателей, которые оказались слишком высоко, чтобы упасть сразу в воду. В городах параллельно разворачивается собственная апокалиптическая сцена. Десятки тысяч предметов, от рекламных щитов до диванов и офисных кресел, падают одновременно, создавая грохот и смертоносные лавины обломков. Те, кто оказался у потолка, срываются вниз, сталкиваются с мебелью, разбиваются о полы и стены. Лифты, вылетевшие из шахт, рухнули обратно, перекрывая себе путь и сминая все на пути, а противовесы дробят потолки нижних этажей. В офисах пластиковой, стеклянной и металлической мебели становится достаточно, чтобы засыпать всю комнату. Балконы, крыши и остекления, утерявшие за эти секунды остатки крепости, летят вниз, разбиваясь и травмируя тех, кто оказался внизу. Мосты их полотно, поднявшееся на футы вверх, обрушивается с чудовищным грохотом, высылая автомобили, людей, куски тротуаров прямо в воду или на землю. Подвесные мосты ломаются под собственным весом в тот момент, когда тросы, ослабленные невесомостью, не могут выдержать обратный удар массы. Небоскребы, если им удалось уцелеть, трещат по швам. Элементы оболочки, панели, приборы, даже оконные створки падают с высоты в сотни футов. Транспорт и техника, зависшие в воздухе, срываются вниз, сталкиваясь друг с другом. То есть мотоциклы, самокаты, рейсовые автобусы и частные автомобили бьются о землю, смещая друг друга, а между ними пролетают контейнеры и дорожные знаки. Поезда, висящие в тоннелях, падают на рельсы с такой силой, что сходят с путей и врезаются в стены, а пассажиры оказываются смяты сиденьями или переброшены на десятки футов. В аэропортах пассажирские самолеты и частные авиалайнеры рушатся на бетонные плиты, а багаж и кресла, летевшие раньше, падают прямо сверху, усиливая разрушение. Животные на свободе или в зоопарках с глухим стуком падают на землю, насыпаясь друг на друга, зачастую травмируясь или даже погибая от ударов и столкновений. Стая птиц оседает на землю целыми пятнами, а мелкие звери, вроде белок, ежей, лягушек и кошек, падают в траву и кусты, сталкиваясь с упавшими ветками и камнями. На фермах стада коров и овец, овцы, козы сдуваются на крышу или сразу на землю, а сверху падают стойла, ведра, кормушки. Домашние питомцы, не удержавшиеся в квартире, приземляются на пол, кровати, столы и тут же оказываются среди куч мебели и вещей. Космические аппараты, попавшие в зону обратного ускорения, резко корректируют траекторию, спутники дрейфуют, сталкиваются, а части космического мусора врываются в атмосферу, превращаясь в раскаленные метеоры. Метеозонды и воздушные шары срезаются с воздуха и врезаются в крыши, леса, поля, иногда вызывая локальные пожары от коротких замыканий. В небе комья пыли, краски, пластиковые крышки с грохотом обрушиваются на улицы. В сельской местности и джунглях крупные деревья, которые поднимались вверх с корнями, падают обратно, корежая землю, сминая все под собой. Реки возвращают свои воды с огромной энергией, размывая берега, обнажая сваи домов, снося мельницы, плотины, лодочные причалы. Рыба и рачки выплескиваются на отмели, а сверху сыплется дождь из водорослей и обломков. Почти у каждого предмета и существа к этим 5 секундам есть собственная история падения. Рабочий, схватившийся за перила, летит вниз вместе с куском металлической лестницы. Ребенок, паривший среди игрушек, сталкивается с пластмассовым конструктором, а велосипедист, зависший между деревьями, падает на кроны вместе с велосипедом. Даже крупный строительный кран, который был повернут ветром, рухнул вниз, ломая каркас стройки. В этот момент вся планета становится полем для столкновений и разрушения. Все, что висело в воздухе, миллиарды крупных и малых предметов, масса воды, животных и людей, возвращается на Землю с ускорением намного больше, чем при обычном падении, ведь инерция унесла их вверх, а теперь притяжение неумолимо тянет назад. Постройки рушатся, электроэнергия исчезает, происходят пожары от коротких замыканий, на набережных и в долинах бушуют потоки воды, а в небе все еще летят разрозненные обломки. Последствия только начинают ощущаться. Аварийных служб нет, рельсы и дороги забиты, линии электропередач оборваны, связь пропала. Мир возвращается к хаосу, в котором первая минута после 5 секунд невесомости становится самой тяжелой в истории человечества. Шокирующая правда в том, что даже столь короткое исчезновение гравитации способно за секунды превратить всю планету в территорию масштабного бедствия, и еще долгие годы понадобятся, чтобы привести в порядок то, что 5 секунд назад казалось вечным и незыблемым.